Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим варианты команд на битву за корону. Первая фаза у нас идет. Пока что вместо 3 команд у нас 2. Ну, как в принципе у нас и было в прошлом сезоне в начале. Рассмотрим команду Ауры и 3 варианта команд для неустрашимости. С Аурой там в принципе все просто. Будем играть без Лины, хотя она у меня в принципе есть. Там с Эстайон выходит лучше. И будут варианты замен под неустрашимость, так как не у всех есть эксклюзивки, саппорты. Вот, так что будем обходиться моментами без них. Так что присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом. По очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Бить я буду элементали Грома. Можем, кстати, посмотреть, чем били, ну, по крайней мере, у меня на сервере другие игроки. Сейчас теперь это можно сделать, раньше нельзя было смотреть. Быстренько просто пробежимся ради интереса. Вот у нас Форт Пламени, рассмотрим первую тройку, так сказать. Тут пока что одна команда отбита. Кстати, на данной фазе и именно на огненных это неплохой урон. Лильванис без пробуждений. Тут шмотки, получается, ну какие были, он напялил. Вот, так что в принципе неплохо. Синтрелия, Перзилос без новой эксклюзивки. Да, урон неплохой. Леля с артом и все. 800 на огне. Это довольно-таки неплохо. Дальше. Тут аура и тени с дракончиком. Ну, такой себе урончик, честно говоря. Блин, ну с призывом прям вообще удивил. Молодец. Прям красава. Да, тут уже слабенько идет, что попало, короче. Даже я смотрю, не старался человек. Ну, вот мой соклан прям неплохо, неплохо. Молодчинка. И Форт Мороза тоже сейчас рассмотрим. Что там, кто у нас чем бил. Ага, неустрашимость 780. Тут, в принципе, ничего никогда не меняется, но тем не менее. Ладно, ничего интересного. Тут тоже аура 500 и просто что попало. Даже не стал стараться. Ну-ка, Вивка меня огорчит или нет. Ну, вот аура и лед что-то вообще как-то печально. Хотя, ну да, что такое. Ладно, пойдем уже на Гром. Посмотрим, что там можно у нас сообразить. Начнем, пожалуй, сразу с команды Ауры. Тут важная тема — это расстановка. Смотрим, на кого вешает свой дебаф Эстайон, и, соответственно, возле этого элементаля выставляем. Допустим, у меня вешается на левого. Соответственно, всю эту кучу малу я выставляю возле левого элементаля. Хотя Таресия фигачит по всем, но у нас массовый разлом идет, поэтому ничего страшного. Куда бы она ни стреляла, везде будет разлом от Дианты. Ну, не всегда, конечно, но зачастую. Теперь перейдем к нюансам. Тайминги я использую вот такие. Дианта у нас на 12, питомец 10,8 я поставил, Эстайон 11,5. Ну и дальше уже подключается Линкас и Таресия на 13 секунде. Анелизис на 39. Это как раз она делает свой первый прыжок и уже потом четко в цикл, прям перед Таресией, уже будет ультовать. Так как Таресия у меня 4-я, а не 5-я, ну получилось вот как-то вот так набить. Ну и шмотки у меня все более такие, знаете, на неустрашимость. Не под ауру нифига, поэтому ну 1,3 с копеечками я тут набил. Я даже таланты не докачивал остальным, поэтому если вы играете в основном через ауру, то соответственно у вас урон должен быть больше. Далее, что у нас еще по нюансам? По атаке смотрим, чтобы Таресию никто не перегонял. Это очень важно. То есть вот есть 3800. У меня тут Линкас что-то я немножечко на пару единиц перегнал. Пришлось ему шмотки переставлять. Чтобы Эстайон бафнула именно Таресию. Это очень важно. Ну и остальные вот уже атаки намного меньше. Дианта, раздача атаки и дебафчик. Ну и точность не забываем. Шанс крита пока что не получается выжать. Была бы перчатка на шанс крита, я бы ее делал. У меня ее нету. Линкас в кукольнике и раздача атаки. Эстайон бафает всем урон возле себя, ну и еще с рога под отхил. Ну этот сет в принципе стоит, я его не стал просто убирать, тут
ей как бы и нечего-то особо ставить. В цикл она и так успевает попадать, то есть кукла ей не нужна. Поэтому пусть стоит себе этот сет, он никак не мешает, и в принципе что-то другое поставить тут смысла нет. Ну и Аннелизис тоже, шмотка на щиты, и тоже вот это. Тут как бы тоже неважно, что мы поставим, нам это урона не прибавит никак. Был бы у нас сет с бездной, мы бы поставили его сюда, но у нас его пока что нет. Ну и все, собственно, Аня за спиной у Тареси и Дианта с Линкасом по бокам также у Тареси. Все. Стаем всех цепляет, бафает всем урон и все. Тут, в принципе, ничего сложного, поэтому едем дальше. Переходим к командам неустрашимости. Моя основная команда, которую я уже буду именно отбивать, это команда в 4 дэмэдж дилера и с Ма-штуром. Она у меня нанесла больше всего урона. 3,3 я смог набить, почти 3,4. Давайте сразу по остальным пачкам тоже урон покажу. В 2 саппорта разница вообще большая по урону, почти в миллиард. Хотя у нас, в принципе, и продление идет, и Джин сильнее бафает. Но толку вообще нифига нету, поэтому я даже не ожидал, что такая разница будет, но тем не менее. Думаю, даже такую команду и рассматривать нет смысла, ну, я быстренько по ней тоже потом пробегусь. Ну и для тех, у кого нет Ма-штура, то тоже неплохой результат. Также 4 дэмэдж дилера и рейта. На рейту баннер был, ее было намного проще получить, поэтому думаю, она у многих есть. Перейдем же уже к самим командам. На своей основной команде я использую вот такие тайминги. Таривол у нас стартует, и уже после него начинаем последовательный цикл. Соответственно, Настя, Кульвида и Женя с Ма-штуром. Я чуть-чуть их ближе ставил, но почему-то они начинают обгонять Кульвиду по непонятным вообще причинам. То ли она там где-то отстает. Тут также, сейчас неважно даже какой командой вы бьете, очень огромное значение имеет именно расстановка. То есть Таривол у меня с мификом на раздачу урона и в сете скорость атаки. Соответственно, после прыжков своих Женя должна быть возле него, ну желательно и Настя. И все они должны бить одного элементаля. Если кого-то куда-то двигаем, все, начинается просто бардак какой-то. Женя может прыгнуть вообще сюда, на этого бить, Настя будет бить этого. Поэтому я долго подбирал, в итоге вот именно при этой расстановке более-менее. Также, если куда-то начинаем там кота двигать, либо Таривола чуть вперед, все тоже, что попало, происходит. Кульвида будет прыгать, в принципе, по всем, но если мы чуть-чуть поменяем что-то, то мы загородим проход, и она вот этого элементаля вообще бить не будет. То есть, ну, ультанет, понятное дело, но боевым будет прыгать там по этим, то есть будет бить всех, но не того, кого надо. При такой расстановке она, конечно, все равно редко, так как она вообще по всем прыгает, но хотя бы иногда будет бить этого тоже. И также вешать на него дебафы свои. Вот поэтому именно при такой расстановке урона выходит больше всего. По экипировке, в принципе, тут ничего замысловатого. На Насте у нас вот этот артефакт, сфера, потому что у нас 5 героев молнии. Именно так выходит урона больше. Таривол тоже с рогами. Если поставить на Настю эксклюзивный, допустим, артефакт, на Таривола кубок, либо еще что-нибудь. Короче, каждый раз, когда мы что-то из этого меняем, у нас теряется урон. При вот таких артефактах профита намного больше. Единственное, что если у вас нету Альянса Ангела, то можно, в принципе, на Ма-штура перекинуть любой из вот этих двух артефактов. И если на Настенке есть эксклюзивный, то поставить его. Если нету и Лиги Ангелов, и нету на Настенке эксклюзивного, то ставим, допустим, на Таривола кубок на скорость атаки. Все, а уже рога и сферу раскидываем между Настей и Ма-штуром. Кому мы там что дадим, это уже не важно. Все по характеристикам. В принципе, стоят они тут легко, поэтому тут какие-либо статы на выживаемость вообще никак не влияют. Живут вообще спокойно, даже с рейтой, у которой характеристики там просто ни о чемные, она их выдерживала вообще налегке. Ма-штуру точности столько, в принципе, хватает. Женя у меня, ну, заряженная, понятное дело. Шмотки с того сезона все. Кульвида немножко скорости навыка выжил, чтобы чуть-чуть чаще там прыгала боевым своим. Ну и раздача, соответственно, и на дебаф. Ну и Настенка в сете залива и атака. Все, вот как-то так. Думаю, команду там, где и Ма-штур, и рейд рассматривать вообще нет смысла, потому что с таким уроном, ну, это полный бред. Поэтому давайте рассмотрим команду, которая у нас через рейту. Все вот эти никак не меняются. Все, что у нас меняется, это мы на Настенку ставим ее эксклюзивный артефакт, так как сфера драконьего божества у нас здесь уже работать не будет, так как герой появляется из другой стихии. И, соответственно, можно и поставить что-нибудь другое. Если нету эксклюзивки, то ставим
рога оленя на Настю, на Таривола ставим, допустим, кубок на скорость атаки. Если нету и Лиги Ангелов, то можно, в принципе, воткнуть там какой-нибудь сундук, что-нибудь такое, что нам дает урон. Тут по артефактам, в принципе, уже сами можете разобраться. Если, ну, допустим, как у меня руна слабенькая, на 2 прока ускора, это не хватает, чтобы весь бой именно четенько все продлять. Поэтому я поставил сет залива на Риту. Если у вас хватает ускорения, чтобы продлять, можно, в принципе, с Таривола перекинуть сюда шмотку. Хотя, что это нам даст? Это, по сути, да и нифига. Так-то нифига нам и не даст. Вот, что не ворочай, особо ничего не поменяется. Да, короче, можно так делать и не заморачиваться. Все, расстановка такая же, то есть у нас пропал Маштур, и, соответственно, на его место мы ставим Рейту. Все, ничего мы никого не трогаем, все так же, чтобы они били именно вот этого элементаля. Вот если сейчас бой запустить, то увидим, что они бьют одного. Если что-то куда-то кого-то начать двигать, все, допустим, Женя прыгает на среднего, Настя на это, ну, что попало. Все, поэтому расстановка только такая. Для Кульвиды есть такой проходик, поэтому она также иногда этого элементаля бьет. Все, как-то вот так, в принципе, урон показал. Команды вот такие. Кому там что непонятно, пишите в группе, либо в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, кто не подписан. До скорых встреч. Всем пока.